Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, каждый день выходит видео с ответами на вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения даже самых невероятных желаний, ну и достижения целей. Также есть практики для избавления от того, что мешает вам быть счастливыми и достигать. Я всегда говорю, когда клиент спрашивает, с чего начать работу над собой, с очищения. Очищение от негативных установок, очищение и избавление от страхов и, соответственно, на чистый лист, когда вы избавились от страхов, первое, что происходит, освобождение энергии. Ведь страхи, раздражение, обиды, негативные установки, они забирают огромное количество энергии. Когда вы от этого избавляетесь, высвобождается огромное количество энергии. Прежде всего меняется настроение, состояние, настрой, отношение к себе и отношение к другим людям. Но когда вы уже это сделали, вы уже тогда можете начинать с любви к себе, с благодарности, с гармонии и так далее. Каждый выбирает для себя. Ну и, конечно, помните, что все по большому счету в ваших руках. Только вы можете изменить свою жизнь. Только вы хозяин. Вы хозяин своих мыслей, вы хозяин своих эмоций и, соответственно, вы хозяин того, что с вами происходит. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, основное, самое основное, что ярче всего видно. И сейчас это стихия огонь, знаки зодиака Овны, Львы и Стрельцы. Мои искорки. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние. Да, планеты, звезды, да, это все влияет именно на наше внутреннее состояние, соответственно, и влияет на наши мысли, на наши реакции и на то, что с нами происходит. Всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака акцендента. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, улыбнитесь. Карты я перемешала перед тем, как я начала видео, потому что вы видите, колода огромная. Это Таро ангелов. Сегодня ангелы будут нам рассказывать о основном. Каждая карта на знак зодиака и общий совет для стихии. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Ну что, поехали? Овны, на что обратить внимание в ближайшую неделю? Обратите внимание в ближайшую неделю на результаты. Ближайшая неделя будет ознаменована победами. Победами над как внутренними, так и внешними. Хорошие новости будут приходить в течение этой недели. И могу сказать для тех, у кого свой бизнес, улучшение бизнеса по той простой причине, что вы будете становиться узнаваемыми. Это плоды ваших прежних трудов. Это плоды всего того, что вы сделали до настоящего момента для улучшения
вашего бизнеса, для развития вашего бизнеса. И уже в ближайшую неделю будете видеть результат улучшения, увеличения продаж, ведь любой бизнес – это продажа. Неважно, что мы продаем ли мы товар или продаем мы сервисы, или продаем мы знания, информацию, неважно. Сегодня, кстати, самое дорогое – это информация. Товаров огромное количество и огромное количество поставщиков, а вот эксклюзивная информация очень часто стоит очень дорого. Поэтому есть бизнесы, которые и продают эту информацию. Поэтому смотрите, кстати, улучшение рабочей обстановки для тех, кто просто работает где-то в коллективе, не на себя, это не самозанятые, это те, кто именно где-то работают. У вас будет какая-то победа, которая может привести к увеличению зарплаты, к смене должности, я имею в виду повышению по карьерной лестнице. Если говорить о здоровье, вот тут могу сказать, что победа над болезнью и выздоровление. Примите, не бойтесь, уберите все страхи и уверенно идите к этому выздоровлению. Все, высшие силы, Господь, ваше подсознание будет вам в помощь. В отношениях, вот тут единственное, что могу сказать, победа, это имеется в виду улучшение. Стремитесь, ваши действия тоже очень важны. Кстати, я увидела ситуацию, что кто-то сейчас нашел виноватого в том, что проблемы в отношениях, и, соответственно, это не вы. А вторая половинка: никогда никого не вините. Как вам не тяжело это принять, как это не прискорбно, простите. Вот все, что происходит у вас, притянули вы сами, именно вашим отношениям, пусть даже несознательным. Когда вы живете осознанно, соответственно, вы контролируете себя, у вас есть определенный подход, и вы тогда контролируете, и не контролируете, а получаете то, что вы излучаете. Контролировать не надо. Контроль дает обратную реакцию. Львы, смотрим, что же самое основное, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Ну, первое, обратите внимание на отношения в паре, для кого это актуально. Очень осторожно подходите к решениям в паре. Будет какой-то выбор перед вами стоять. Это может быть как выбор уже для людей, которые в отношениях, а также это может быть выбор между двумя кандидатами на отношения. Это также может быть выбор и не связанный с отношениями. Это может быть выбор на работе, это может быть выбор в бизнесе. Кстати, если дело касается и вас интересуют отношения, у вас будет выбор между двумя врачами. Выбирайте осторожно, это довольно-таки серьезный выбор. Кстати, это карта влюбленные и Архангел Рафаэль. Почему я увидела здоровье? Архангел Рафаэль отвечает за улучшение здоровья. И тут могу сказать для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, обращайтесь. Обращайтесь своими словами. Обращайтесь от души. Ну и, соответственно, никогда не забывайте обязательно
после обращения благодарность. Отвечают нам архангелы и ангелы только когда мы их благодарим. Это единственная плата, которая требуется от нас. Что еще могу по этой карте сказать? Я уже, наверное, это сказала, но еще раз повторю, потому что это важно. Важно подходить к решениям с холодной головой, аналитически, к любым решениям. Не делайте ничего на эмоциях. И тогда ваши решения приведут к улучшению. Стрельцы, на что обратить внимание? Ну что, ваши действия, которые вы предпринимали в прошлом до настоящего момента, они ведут вас в правильном направлении. И тут еще надо подходить к решению задач, которые будут в ближайшую неделю, не всегда стандартно. У вас в ближайшую неделю будут ситуации, в которых, может быть, стандартное решение не приведет к результату. Поэтому думайте креативно, пытайтесь подходить к решению задач, которые будут в ближайшую неделю, не просто, знаете, как раз, два, три. Улыбнитесь и, знаете, подойдите к этому легче. Не делайте все слишком серьезно в ближайшую неделю. Очень серьезный подход будет оставлять у вас, даже найдя решение, оставит у вас такой тяжелый осадок. А тяжелый осадок — это значит, что решение не совсем правильное, не совсем подходящее для вас. Также могу сказать, что в ближайшую неделю, кого это интересует, мальчики, ждет встреча. Это женщина старше 45, очень яркая, такой вот даже с рыжеватым оттенком волосы у женщины. Она довольно серьезная, и она открыта, и вот эта открытость, вот эта прямолинейность иногда даже ей мешает. Но при всем при этом она очень нежная, она уверенная в себе, она грациозна. Вот так я ее вижу. Если вы узнали свою партнершу по жизни или девушку, с которой вы встречаетесь, то в ближайшую неделю будут какие-то разговоры, где будут приняты определенные решения. Эти решения могут касаться как начала отношений, так и продолжения отношений, а может быть, будут решаться какие-то вопросы в паре. Принимайте. Кстати, могу сказать, что неделя пройдет именно в вашей стихии. Вот движение, скорость, все будет гармонировать именно с вами. И это касается и львов тоже, хотя у вас выпадает выбор. Но все это будет идти не вразрез, не быстрее и не медленнее, чем вы это любите. Общий совет для стихии огонь. А вот тут карта говорит о том, что некоторые планы надо будет пересматривать. Да, все по скорости совпадает, но некоторые планы надо будет пересматривать, потому что происходит больше, чем вы видите. Что-то происходит за вашей спиной, вы это не видите, соответственно, вам надо будет очень скрупулезно, вот тут надо будет присматриваться к деталям,
при принятии определенных решений. Особенно я вижу ярко это для львов, перед которыми будет стоять выбор определенный, для каждого из вас это свой выбор. Это же общий расклад. И, соответственно, у каждого из вас свои ситуации и свои события, которые происходят с вами. Простите, что-то вдруг в какой-то момент я говорю, и белый лист, и дальше ничего не идет. Не вижу картинок. Ну, все. Картинки пришли обратно. Поэтому смотрите, анализируйте. И тут еще я могу сказать, что присмотритесь к вашему окружению и переоцените то, что происходит между вами и важными для вас людьми. Это не обязательно только родные, близкие и партнеры, это могут быть и друзья, и знакомые, и также коллеги. Присмотритесь, потому что есть среди вашего окружения кто-то, кто не совсем таков, как пытается себя преподнести. Вот как-то так. Загадывайте желания. Желаний много не бывает, я всегда говорю. И мы посмотрим, что же еще посоветует мой оракул и что же произойдет с вашими желаниями. Очень интересно на сегодняшний день мой оракул иногда показывает ситуации, состояния. Так что загадывайте, помните о формулировке, помните о том, чтобы это было именно ваше желание, а не навязанное вам кем-то. Ну что, смотрим. Овны. Ищите знак. Вот в ближайшую неделю будет, огромное количество знаков, которые покажут вам, как же победить. Победить имеется в виду исполнить свое желание. Знаки вокруг, и если не можете увидеть, попросите помощи у вашего подсознания, у Вселенной, у Господа, у космоса, у ангелов, у архангелов, ведь выбор же ваш, и ваше желание исполнится. Хотя я могу сказать, что все знаки налицо по этой карте. Главное еще и примите победу. Победу – это исполнение желания. Львы, смотрим. Все в ваших руках, мои дорогие львы. И тут будет выбор. Правильный выбор приведет к исполнению желаний. Ну и, конечно, так как все в ваших руках, не забывайте, что все-таки действовать надо. Ну и стрельцы, смотрим. Ну, хочу вам сказать, что на сегодняшний день нет. Тут вы знаете, что нет, это только заминка. Подумайте, ваше ли это желание. Формулировка. Проверьте формулировку. Проверьте, что вы чувствуете, когда вы произносите ваше желание. Какие ощущения? Может быть, сомнения, может быть, вы не верите, что это возможно. Да, вы мысленно этого, может быть, хотите, но в душе, в подсознании вы в это не верите. Меняйте ваши отношения, и все будет здорово. Вот такая интересная неделя идет у стихии огонь. Я, в свою очередь, желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайк, это ваша благодарность за мой труд. Ну, а также лайки помогают в продвижении видео на просторах YouTube. Делитесь моими видео с родными, близкими, друзьями.
и я, в свою очередь, буду делиться с вами и с ними моим позитивом. Ну и я благодарю тех, кто присылает донаты. Это большая, огромная помощь, и неважно сколько, каждое ваше послание – это моя помощь развитию канала, и я вас благодарю. На сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока!